пока ты сидишь, умираешь, они запускают ракету. Что ему сделать? Сбежать? Деньги. Ты готов второй раз пойти, рискнуть своей жизнью ради чего? Ради мамы. Для того, чтобы твоя мама жила, тебе надо умереть. Ну а что делать, конечно. Первый вопрос будет самый элементарный. Вот, что ты тут добровольно, тебя Да. никто не заставлял, вот, правильно? Да. Вот, и ты знаешь, что все, что ты скажешь на дальнейшую судьбу тут, никак не повлияет. Мы тут общаемся, узнаем, так сказать, ваши мотивы и все остальное, правильно? Да. Вот. Ну тогда давай начнем сначала. Фамилия, имя, отчество, год рождения, где служил. Я до 2002 года рождения. Служу я сейчас... Служил в отдельном стрелковом полке во втором стрелковом батальоне. Сколько тебе полных лет? Полных сейчас 21. Угу. Ты, получается, как сказать, добровольно, да? Пришел, ну, я имею в виду, служить. Когда служить пошел вообще? Пошел в конце 2020 года, когда мне только вот исполнилось 17. И зачем пошел? Ради мамы. А что мама? Мама у меня больна раком молочной железы последней стадии. Мы тогда изначально планировали послужить год в армии и использовать ее льготы для того, чтобы бесплатно пойти учиться. Вот, не успели, началась война. А после выяснилось уже ближе к концу 21-го, что у мамы рак. И вот мои деньги со службы как раз в самый раз пригодились. Ты что? Ну, 5-я стадия, это ж уже... 3-я. А, 3-я? Че какая-то? Я имею в виду, что ну, это ж уже почти неоперабельно, да? Или... Это считается неоперабельно, и она может как резко пойти к росту, и очень быстро человек закончится уже за несколько часов. Либо может так и остаться так еще несколько десятилетий. Угу. Не, ну мотив твой понятен, но в то же время ты же понимал, что когда тебя отправляли сюда, что тебе надо будет убивать других матерей и детей и все остальное. Вот. Ну, тогда же СВО еще не началось. Да это не СВО, это война. Ну, война. СВО, это, знаешь, когда вот у тебя в школу забежали 2 террориста, знаешь, взяли заложников, и там объявляется там вот специальная военная там операция. Ну, грубо говоря, их там не 2, их там 20, или в городе, да. Вот это СВО, когда это на определенном участке территории там, с минимально задействованными там, силами там, военных, там, полиции, там, спецподразделений. Когда два государства на протяжении, там уже 3-й год пошел, друг друга кидают ракеты и все, что хочешь, не используется только ядерное оружие, грубо говоря, да, то это, это не может да, быть. это война, но это все еще в России называется СВО. Ну, так называется, потому что никто не признает, что, как смотреть, это мое судьба. Если у тебя есть другие мысли, можешь говорить. Никто же просто у вас не признает, что больше, чем за 2 года Россия добилась успехов каких? Оккупировала там, да, часть территории, окей. Поубивала женщин, детей, окей. И все. Какие успехи были? Ты помнишь, что Путин говорил в начале 24 числа? Помнишь, что говорил? Что это демилитаризация, денацификация Украины и что? К чему добились? У Украины оружие стало, не знаю, там в 100 раз больше, чем было. Нацистов, я не знаю, видел нацистов? Успел увидеть? Нет. Ты слушаешь, сколько уже там, грубо говоря, с 20-го года, что нацистов не видел? Я даже толку не понимаю, что значит этот самый нацист. Сейчас по факту, если так брать, то нацисты, в принципе, вы, я тебе так скажу. Потому что вы пришли с оружием на чужую землю убивать людей. Вот и все, понимаешь? И у тебя история, знаешь, как сказать, очень трогательная, но в то же время ты же понимаешь, что благодаря таким, как ты, убивают других. Вот недавно на Харьков скинули авиабомбу, погибло что-то 18-19 людей, из них 2 ребенка. Вот. И как ты думаешь, дети заслужили? Конечно, нет. Вот видишь, а это такой же, грубо говоря, как ты, там только, может, чуть старше, младше сидит и запускает ракеты. Понимаешь? Не ракеты, а готовят их и все остальное. Понимаешь? И я думаю, что дети не заслуживают
твоя мама, конечно, там, что все было хорошо, но дети, мне кажется, ну, не должны платить такую цену, чтобы кто-то там получил лечение. Конечно, не должны. Это вообще не должно уже столько продолжаться. За первый год только вот как раз вот столько территорий, сколько сейчас есть, освободили, захватили, и все. После этого толком нет таких быстрых продвижений, ничего. Так их и не будет. Я говорю, ну, как ты, ну смотри, если бы, грубо говоря, с какого ты города? Донецк, прямо с Донецка. Да, ну вот, я же говорю, так ты с Донецка еще, пиздец. Я думал, ты там с Рашки откуда-то. Нет, я Донецк. А когда началась война, ты вообще был малой, получается. Тебе сколько было? Мне было, ну, 11-12. 11-12 лет. А мама твоя поддерживает там, вот эту всю движуху? Мишка? Вот это все освобождение и так Ну далее. да. Вообще, как бы сказать, я не знаю. Ну, она ходила на референдумы там. Нет, не ходила. Ну, ты малой был, ты Донецк не помнишь, наверное, ну, до 2014 года Донецк был ничего себе город. Ты в интернете не видел фотографии? Принимал мировых звезд, были чемпионаты. Ну, Донбасс-арена, это я слышу только по телеку и все. Да, ну так приезжали мировые звезды еще, а сейчас кто приезжает? Не знаю, не смотрел. Ну, Я телек не смотрю почти. ну, сейчас, в принципе, никто не приезжает, кроме там этих всяких российских блогеров и Отребья, прочее, Кобзона и прочее. Ну, я просто же говорю, я вот не понимаю. Тебе вообще, типа, если ты из Донецка, ну, что тебя там... Кстати, россияне говорят, что мы убивали детей. Тебя убивали до 2014 года? Нет. Так, ну, ты служил у них в армии, но ты им объяснял, что я жил вот в Украине. И сейчас, грубо говоря, ты де юре в Украине, в Донецке, ну, и меня никто не убивал. Ну, а у них же одна из легенд, то, что мы убивали детей, ущемляли их там и все остальное. Тебе там до 14 года запрещали разговаривать на русском? Нет, конечно. Ну, а маме твоей? Нет. Мне все знакомые родственники, все на русском говорят. Ну и как так получилось, если Украина их ущемляла? Ну вот Не Россия, знаю. ты же, наверное, видел пропаганду, смотрел, там запрещают разговаривать там на родном языке, вот это вся хуйня. Не, все, что по телеку там говорят, запрещают, говорят, я это почти не смотрю. Потому что там либо пол правда, либо неправда. Ну у вас же там есть это аллея ангелов или кого типа того сделали. Ну да, что такое слышал. Там где типа в честь детей, которых убили там украинские нацисты, вот эту всю хуйню. Они же типа сделали. Ну короче, давай-то заново. Ты пошел служить, и ты все это время где служил? Я служил именно внутри Донецка на казарме. На тумбочке стоял? Да, разом постоянно занимался. Куда скажут, что сделать, то и делал. Поубираться, помочь, там, не знаю, с документацией, там, ее сжечь или не знаю, под диктовку что напечатать, отправят куда-нибудь в город, в другую часть, тоже поубирать территорию или в здании только отремонтированном все отмыть. Ну, не я один, а и другие люди тоже. Ну, я понял. И сколько тебе платили? На тот момент было около 26 тысяч. Пиздец, копейки, нахуй. Ну, а когда началась война? С 22 года? Она постепенно увеличилась. Ну, вот последние зарплаты. Ну, последняя зарплата это наша, вот, 210 тысяч около того. Это самый рядовой, Угу. получается. И ты их маме скидывал или как? Моя зарплатная карточка у мамы. Она все деньги снимает. Да. Ну, молодец, хоть себе не зажал. И что, ты служил, там, занимался этим. Потом, как ты вообще дошел до боевых действий? Тебе сказали, собирайся едь или что? Нет, тогда мы после двухмесячного полигона, вот с декабря по середину января где-то, мы где-то 2 недели посидели на новых позициях возле Трудовских. Вот. И вот его Валя мне звонят, собирайся, завтра у нас объявили боевую. Это бывает изредка. Вот. Тогда никаких штурмов нет, они просто сидят без увалов, типа наготове. И все.
Но в этот раз нам сказали, все, война началась. Мне командир говорит, все, мы собираемся. Ну, Это когда было? это было вот числа 18 этого самого, 18 где-то февраля. Ну, До какого года? 22-го. А, 22-го. Тогда Да. вам за неделю сказали, да, боево? Да. И что ты, война началась, что ты делал? То, что мы, как и сказали, собирались, в КамАЗ загрузили свои вещи. Не, я имею в виду, ты на позициях сидел. Мы там. на позициях сидели, я же говорю, мы 2 недели на позициях сидели. Ну, Не, после полигона. началась война, я имею в виду, вы там где-то ездили, что вы делали? Нет, мы сначала собрались, поехали, но в ближайшую деревушку на окраине Куйбышевского района. Вот самый где-то правый нижний, если по карте смотреть, район. Там просидели, там сколько, дня 4-5, где-то до 25 числа. Не, мы будем так долго. Я имею в виду, вот просто в общем понимании. Ты Ну, с 22 по момент попадания там в плен или последний твой боевой выход, ты там воевал или просто Нет. вы где-то сидели? Нет, По вот, разным- вот как мы с самого начала до марта ехали по 2 селам и Волновахе, потом нас вернули в Донецк. Меня и несколько человек оставили на казарме. Остальные пошли, ну, воевать дальше. В Мариуполь, наверное, да? Нет, нас в Мариуполь никто не пускал. А там Мы- были молодые или нет? Ну, как твои? Да, нет, таких молодых, как я, там не было на тот момент. Там были все более-менее старые. На Маринку тогда все пошли. Да, Вот. и там, наверное, остались, скорее всего. Ну, начали оставаться. До этого мы шли последними, мы никого не встречали. Хорошо, и что ты там? Сидел все это время, почти 2 года, ну, 2 года по тылам? Да, по тылам. И что ты там делал? Ну, на первой казарме осталось 2 человека, вот и я и еще один мой напарник со старшиной на нашем ППД. Мы просто приводили казарму в порядок, потому что это было заброшенное советское здание, многоэтажка, ну, 4-этажка. Приводили в порядок, чтобы люди могли там просто нормально отдыхать после выездов. И что, много возвращалось? Ну, сначала почти все возвращались. Там 1-2 человека, 300, ну, окончательно кому-то ноги оторвало, кому-то руки. Вот. И тоже через каждые 2-3 дня приходили новенькие, ну, добровольцы с России. Добровольно сидят. Ты думаешь, они добровольно? Не, ну тогда они были добровольцами. Такие, которые, да, сказали, я иду там защищать Донбасс. Да, это именно такие приходили тогда еще. Ну и где они? Половина либо уже 200-е, либо сочнулись. Ну, либо малая часть из них живы-здоровы. Да. Короче, и что, ты сидел по казармам, по тылам, и потом, что тебе сказали, вот эти последний месяц твой? Готовься на боевые или как? Нет, до этого неделю просто сидел на какой-то второй линии, самоуправления, не знаю, не смотрел неделю. И мне потом отправили увол. И опять во время увола позвонили. Едьте сюда, у нас будет проверка. И говорили за какую-то вторую линию. Тогда еще подробно ничего не объясняли. Вот, я приехал рано утром, и в течение дня люди приезжали. И только под конец вечера, уже почти под ночь, нам сказали, что нужно делать. И что нужно делать, сказали? Прийти под Красногоровку, там никого не будет, просто закрепиться, никого не штурмовать. Вот Это так. твой первый был боевой выход, да, типа? Ну да. А до него тебя тренировали там? Ну, мы не берем. Нет. Типа, что тебе дали? Просто автомат, броник, каску и... Не, ну на полигоне я был еще, когда было, ну, до войны. На полигоне я был. Ну, а вот, я имею в виду, когда война началась. Так, бывали полигоны, так изредка. Ну, пострелять, Вот поездить. Ну, чисто пострелять, но новеньких в основном учили как раз таки. И людей добавляли на этих самых полигонах. Ну и что? Тебе что, дали автомат, грубо говоря, каску и типа, что сказали? Иди закрепляйся. Дали, ну, автомат дали, броня каска у меня была своя. То, что выдают, она тяжеленная. Вот, мне были свои гораздо более легкие, но не менее прочные. 4 магазина, остальные могли брать еще магазины. Ну, всегда давали
давать столько или столько. И несколько гранат. Так, в принципе, везде все берут. Магазины, гранаты. Ну и что сказал? И все, ну, пошли туда. Такой двумя группами ночью. Ну, сколько людей всего? Вообще было 12. 2 группы по 6? Угу. Сейчас я не знаю, что с первой группой. Вывели или нет, я не знаю. Я догадываюсь, ты, наверное, тоже. Ну, рацию-то нашу. Но если они не тут, то где они, скорее всего? Я по рации слышал, что пытались их вывести, а вывели их я уже дальше не слышал. Раненых типа или вообще? Не, вообще вывести пытались. Ну так, еле-еле слышал. Не наша рация уцелела, и те, кто нас в плен взяли, эту рацию забрали. Молодцы, будут слушать. Ну и что дальше? Вы идете. Первая группа пошла, вы за ними типа? Да, где-то через полчаса мы за ними пошли. Ну, и вы куда шли? Да туда же, куда и они, просто мы должны были, ну, где-то в метрах 200-250 друг от друга быть. Угу. В посадке? Да, где-то возле улиц, ну, как по карте показали, это уже какая-то возле без улиц. разницы. И что, вы дошли? Дойти-то дошли вроде бы. Все в шестером? Да. Ну, каждая наша группа в блиндаже сидела. Угу. Вот. Здесь, которые с 2014 года, там, ну, такие блиндажики маленькие, но сделаны они были как давно заранее, прилично, ну, из кирпича, не из земли, из кирпича, из вентиляции, электросеть была. Ну и что, вы дошли? Ну что, поэтому сели, нам сказали, все, свою задачу выполнили, сидите, держитесь. Вот. Ну, то, что по нам дроны, камикадзе начали, естественно. И все, сидели мы так где-то полдня. І наш бліндаж почали штурмувати ваші. Друзі, не перемикайте, маленька реклама. Хочу порекомендувати вам магазин «Прапорщик», який знаходиться в місті Києві по вулиці Січових Стрільців, 81. YouTube забороняє показувати, що там продається, але якщо вам потрібні іграшки будь-якого калібру, то вам до них. Також у них є чудова майстерня, де ви можете полагодити свої іграшки. Якісний асортимент, гарні ціни, завжди знижки для військових і все це в одному магазині. Тому звертайтеся до наших друзів, підтримуйте українське. Посилання на цей магазин у нас в телеграм-каналі. Дякую. Вот. Я на тот момент после смены спал, потому что по мне тоже несколько комик, ой, так нет, память лучше не слушайте. Короче, ну спал я тогда. После смены. Ты что, мама увидит, что ты живой, здоровый. Не, живой-то здоровый, но что там было, лучше не слушать. Сардельки поел, фанту попил. Нет, не здесь, там. Ну, я понимаю. Так и какая разница, что уже было, если ты живой, здоровый? Ну, типа, что? Живой-то здоровый, на сам факт. Ты ж на войну поехал, мама ж понимала, что ты умереть можешь. Ну, типа... Тогда ей тоже твердили, что я иду на вторую линию, мне не о чем нервничать. Так а всем, ты сколько служишь? Всем же рассказывают. Я уверен, если этих спросить твоих кентов, там, они все водителя, строители и кто-то там еще. И на вторую линию, ну, копать окопы. Ну, скорее всего, что так и есть. Не, ну до этого мне не врали. Вот. Ну, тебе просто... Ты просто молодой был, наверное, тебя пока это... Сколько с Донецка поехало в начале войны воевать? На Мариуполь, на Азовсталь, сколько вернулось? Ты же, наверное, видел их? Да, я же не считал, сколько там. Ну, в первых рядах кто штурмовал Мариуполь? Ополченцы, так называемые, там, тех, кого Россия загребла и на мясо отправила. А потом все позаканчивались. Вот и все. Ну, короче, суть в чем, начали по вам всем работать, вот, в окопах, и что, 300-200 были? Были, конечно. Ну, именно тогда, когда нас начали штурмовать. Тогда как раз проснулся от выстрелов, наши деды начали там стрелять. Я оделся, обулся по-быстрому. И что? И потом вот спустя секунд, где-то минуту, наверное, я слышу, что-то зашипело в вентиляции. Граната какая-то. Залетает внутрь передо мной. Взрывается, и только меня чудом не задело.
кого-то он бил сразу, я не знаю. Ну, был только один дед 300, которого... Ты что, ты не контузии, у тебя ничего не было? Ну, даже при легкой контузии, говорят, работа идет, да? Ну, может быть, да, если голова. Угу. Ну, нет, у меня работы не было. Ты вообще целый. Что у тебя там, нога болит чуть-чуть и все? Да, только ноги болят. Вот. Ну, и мой товарищ это тоже живой. И его посекло гранатой. Угу. Ну, остальные все 200? Те, кто... Ну, да, те, что там лежали, в принципе, точно 200. А тебе что сказали? Ну, типа, что вам сказали, сдавайтесь? Да, там уже, когда все затихло, начали кричать, выходите, сдавайтесь. Ну, вариантов других не было вообще. Только сдаваться, надеяться на лучшее. И что? Ну что, вышли мы потихоньку сдаваться. Там был один 300, мы пытались его тащить, но он по дороге истек. Да? Да. И все, только мы вдвоем. Вот. Ну, а остальные, как ты думаешь, если бы остальные не начали дебилы стрелять, а просто бы сложили оружие, то, скорее всего, они бы тут с тобой бы были. Ну, правильно же, по логике вещей? Ну, вполне возможно. Да. Ну, тебя убили? Меня нет. Ну. А кента твоего убили, который с тобой шел? Тоже нет, он рядом со мной сидит. Ну, и я же говорю, если бы остальные не начали стрелять, а просто сложили оружие, ну, скорее всего, бы они бы тоже тут сидели, правильно? Вполне. Ну, и теперь, внимание, вопрос, за что они умерли? За окоп? Ну, вот логика в чем? Вот ты бы тоже там остался. То, что ты не умер, ну, по твоему рассказу, это чисто, ну, случайность. Потому что тебя мог убить и дрон, и скит, и та граната, да и все, что хочешь. И наши могли не крикнуть «сдавайтесь», а кинуть гранату в блиндаж еще одну, и ты бы там и остался. Да, это... То, что ты остался в живых, это тупо чудо. Потому что ты, мне кажется, пока храпел, этот весь движ начался, и ты просто не успел там, ну, как бы, никуда убежать, и все остальное. Так куда там бежит, там маленький блиндаж. И не, ну я вообще имею в виду, что вот просто, ну, и ты бы умер. И чтоб ты говоришь, просто мама услышит. Ну так мама, если услышит, ну ты же пошел просто на войну. Шансы, что ты вернешься, были, ну, ты думаешь, большие или что? Все он остальные, сколько? Вас было 6. Первая группа где-то потерялась. Ну, скорее всего, она так же сама где-то. Нет, она с нами связалась, она тоже нашла блиндаж. Да, ну нашла. И там, ты думаешь, осталась живая? Не знаю. Ну вот, как бы... Их могли вполне вывести. Ну, вот. Как? Кто-то, да, мне кажется, мог бы вылезти. Ну, тогда... Но это ж, я слышал, как некоторые в одиночку могли по вашей же территории около месяца гулять. Это, блядь, сказки для дебилов, понимаешь? То там такие, ну что, он был на Купинском направлении, один заблудился, пошел там, прошел там 2 километра, его все равно увидели, взяли в плен. У него футболка Z была и все остальное. У меня видосик есть. Вот, тоже, ну, ничего, взяли, приняли, ну, это, как это, блядь, опросили и отдали дальше. Ну, типа, там, как месяц, где-то тут ходить будешь. Ну, тут мы сидим. Ты понимаешь, где ты находишься? Ну да. Ну, я имею в виду территориально вообще. Так-то еще Донецкая область, если по-любому. Потому что ехали мы недолго. Ну вот. А дальше? Куда, как ты пойдешь? Ну, и как можно месяц ходить? Или ты думаешь, что тут гражданские тебя будут с хлебом и солью встречать? Вот если тебя выпустят, одеть сейчас российскую форму и отпустить на улицу, как ты думаешь, что тебя быстрее прихлопнет? Гражданский или военный? Мне кажется, военные. Гражданские проблемы лишние не нужны, так что... Да нет, ну я тебе говорю, вот, если тебя выпустят, скорее тебя будут бить первый гражданский, понимаешь? Потому что военные вот так вот относятся еще спокойно к пленным, а гражданские, поверь, на злые за убийство, за вот это все, за ракеты и все остальное. Ну, как и есть. Понимаешь? Поэтому я тебе говорю, то, что думаешь, что военные злые, военные еще понимают. Вы же живые, знаешь почему? Потому что вас надо обменять на наших, кто в плену. Поэтому вы живые. Вот. Чтобы вы пошли, потом были обменным фондом и все остальное. Ну, навряд ли тебя заберут, если честно. Быстро, наверное. Вот, потому что, ну, если мама будет ходить просить, ну, может, тебе подадут список. Типа, ну, а так, поверь, ДНРовцы не сильно-то России нужны. Ну, вот я недавно с мамой разговаривал, она сходила уже, подала документы, ей сказали, что я в списках уже есть. Ты звонил, тебе дали позвонить? Да. Да, ну, есть. Ну, вот есть. Но в списках знаешь, сколько тысяч людей? Вчера поменяли 75 человек. 75 на 75.
И это те, кто в 22 году были с плена. В плену еще. Как ты думаешь, вот сколько должно пройти, чтобы до тебя очередь дошла? Какой ты там тысячный в списке? Не знаю. Ну, это к тому, что навряд ли. Если бы ты кадыровцем был, тебя бы уже поменяли. Кем? Кадыровцем. Они своих быстро забирают. А вы же для России как второй сорт. Ну, по факту. Вы же, ну, ты же понимаешь, что а-ля ДНР и ЛНР это ж квази-государство без юридического статуса. Вы не, как сказать, вы не граждане Российской Федерации. У вас, если нету паспортов Украины, вы не граждане Украины. Ну, вы просто чисто с юридической и международной точки зрения, вы просто, ну, как вот какие-то папуасы, которые живут где-то там на острове и с копьями бегают. У вас примерно такой же юридический статус. Не, ну паспорта российские-то нам уже дали. Да, И ну, Россия типа признала нас. Ну, ты ж признала на вас словами громкими и это. А так, что, у вас же все равно там огромное количество всего не работает. Ну, например, так же самое, как и в Крыму банки не работали. Не знаю, сейчас работают или нет. У вас есть там сейчас Сбербанк, вот это все? Открылось уже? Нет, не знаю. Я только ПСБ банк знаю и все. Какой? ПСБ. Это как раз, по идее, вместо Сбербанка. Ну, знаешь, почему они не открылись? Потому что это вы не территория России. Ну, есть же, понимаешь, де юре, да, есть де факто. Вот. И вы де юре, ну, грубо говоря, де факто вы, да, оккупированная территория, а де юре нет. Если такие там банки, как Сбер и остальные, откроют свое отделение, то они получат санкции. И они, как бы, думаешь, хотят тратить, разменивать миллиарды долларов на каких-то там жителей Донецка. Вот, поэтому, ну, как бы, Россия-то а-ля вам паспорта дает, но вы все равно второй сорт. Ну, по факту так и есть. Понимаешь, в Украине работают и украинские банки, и международные банки, все банки работают. И в России так же самое. Ну, те, кто там санкций не забоялся или еще что-то. А у вас они не открываются. Почему? Потому что не могут. Потому что с точки зрения мирового там законодательства вы не территория России. И вы не территория Украины на данный момент. Ну, потому что оккупирована, грубо говоря. Понимаешь? Если Украина хочет, там, например, захочет сейчас в Донецке открыть банк, гипотетически, то мировая общественность, все там, ты же понимаешь, это же банк в России, он же не один, да, он подчиняется другим структурам. Вот, это же целостная система. И если Украина захочет открыть у вас банк, то весь мир скажет: окей, ну, вы имеете полное право, потому что это ваша территория, это ваши люди. А если Россия скажет: я хочу открыть там банк, то мир скажет: вы не имеете права. Так же самое, как с Крымом, с авиаперелетами. Любой самолет, который с иностранной компанией приземлится в Крым, сразу получит санкции и запрет на полеты в другие страны. Кроме там, наверное, Китая, Казахстана какого-то и там еще каких-то там типа Афганистана, Ирана, ну, блядь, Белоруссии, это усатого таракана. Ну, то бишь, ну вот, это как пример просто с банками. Такая же фигня со всем остальным. У вас же все сейчас называется типа как какими-то там, если не ошибаюсь, ну, типа как подделки китайские. Знаешь, есть Puma, есть Ruma, китайцы делают, ну, понимаешь? Так же самое и у вас, скорее всего. Банк такой-то, а он по факту не такой. Да, у нас то же самое с продукцией иностранной, даже кола. Как запретили санкциями, так ее пародия с разными названиями появилась. 100-500. Ну, вот. 100-500. Ну, так вот я же тебе говорю как пример. Ты сам подтверждаешь мои слова. Потому что так-то вас а-ля Россия признала для мира и для остальных там долбиков в России. А по факту она ж не хочет туда, и российские компании не хотят туда заходить, потому что понимают, что это сразу санкции. А что такое санкции? Это миллиарды долларов будут потеряны. Ну, типа вот так вот. И это уже 11-й год у вас. 11-й год, грубо говоря, Донецк, Луганск без рода и без племени. Ну, просто, чтобы ты понимал, за что ты воюешь. Ну, как-то так, блядь. Пошел. Ну, я же... К сожалению, нам и некуда было ехать. Не, ну понятно, что у тебя там деньги были нужны, но ты ж мог там в Россию поехать поработать, нет, там не думал? Как в России поработать? А деньги где их взять? Так
Ну вы же хотели ДНР. Ну как, до этого ж 14-й год ходил, кто-то там даже на референдумы голосовал. Ну как ты думаешь, вот правильно сделали? Если бы не было вот этих вот Харьков. Харьков тоже ж хотели захватить, так и, как Луганск, Донецк. Не захватили. Хотели захватить, не захватили. И что, в Харькове все окей. Ну до того момента, как Россия... Сколько? 30. До того момента, как Россия не начала бомбить, в Харькове все окей было. И Донецк. Вот в 2014 году захватили. И что? Куда Донецк пошел? Вперед? Нет. Я просто говорю, ну типа, ну ты, конечно, тебе сколько там, 11 лет было, все дела, ты ничего не помнишь, что там было до нормального. Ну, ну мама ж, наверное, ж помнит, вот, как оно было при хохлах и как стало при Великой России. Я просто не знаю. Ну что, допустим, ну тебя обменяют, и что ты дальше? Опять пойдешь служить? Ну а что делать, конечно. Если, конечно, мне предложат, как говорят у вас тут, после плена можно демобилизоваться или просто, ну, уволиться. Так это ж не мы решаем. Это... Не, но это если там будет как у вас, как мне говорят, как у вас здесь, Но это можно уволиться, если ты уже был в плену. Но это у нас, Вот. а там по-другому. Если у нас, мне такое, что-то такое предложат, уволиться. А смысл им тебе предлагать? Если ты живой, еще можешь умереть. Не знаю. Ну, типа, ты не думаешь, что пора головой начать думать? А что мне делать там? Ну, мне нужно маму лечить. Что я могу сделать? Сбежать? Деньги. Ну, блядь, вот так вот, понимаешь, это результат выбора и где-то, наверное, твоей мамы и остальных таких же людей, понимаешь, в 2014 году. Что теперь для того, чтобы твоя мама жила, тебе надо умереть, ну, по факту. И тогда, может быть, она еще и 15 миллионов получит. Может быть, не факт. Понимаешь, что вы, ну, вот такие у вас условия жизни, чтобы для того, чтобы кто-то жил, ну, кто-то должен умереть. И ты думаешь, ну, она захочет жить, узная, что ее сына больше нет? Нет. Ну, или ты думаешь, тебя второй раз на фронт не отправят, или ты выживешь. Шансы, ну, какие вот. Вас было там 6 человек, выжило 2. Ну, и сколько там, 15% у вас шанс выжить. А это еще нормально, остальные, я думаю, там у них вообще похуже, минус батальона. И вот и как ты думаешь, что маме важнее? Здоровый сын, который там не будет получать 200 тысяч долларов, либо мертвый сын? И она получит, может быть, 15 миллионов. Ну, конечно, живой. Ну, так а в чем логика тебе идти обратно? Так, если я буду тут, деньги, она ж не заработает там себе на лечение. Ну, тогда тебе надо было себя подрывать гранатой, и тогда бы она, может, деньги и получила. Может быть, хотя навряд ли, блядь. Же там ДНРовцам кому-то выплачивали из твоих знакомых 15 миллионов? Я таких не слышал. При ДНР, когда были ранены 6 миллионов за ранение, там сколько, 3 или... Да, 3 3 миллиона, вроде. они получали. За убитых, кого эвакуировали, 200-х задокументировали. Да, тогда я еще слышал, что да, давали. Ну, ты надеешься, что ты ранение получишь или что? Нет, конечно. Я на это не надеюсь. Не хватало еще. Не, ну ты говоришь, я второй раз пойду, а что мне делать? Так, блядь, ну что делать? Думать головой. Ну, просто у тебя, я же говорю, шанс, что ты выживешь, я тебя не отговариваю. Чисто это ж, ну, сам понимаешь. Мы снимаем это видео, чтобы... Может, кто-то додумается, посмотрит и потом сдастся в плен. Понимаешь? Потому что в следующий раз, это сейчас ты рассказываешь, никого не убил. А в следующий раз ты можешь убить кого-то, у которого тоже есть мама. Может это быть чей-то отец, блядь, понимаешь? Да. Ну. И как ты думаешь, твое счастье стоит несчастье их? Вообще нет, ничего, счастья не стоит. Ну ты просто говоришь, я пойду второй раз. И тебе скажут, убей. Или выпусти ракету, убей детей. Где-то грань. Ну вот объясни, где-то грань. Вот самолет сбросил авиабомбу, 2 ребенка убито. Ну, про взрослых вообще молчу там. 17 человек. И около 60 раненых. С ожогами, блядь, там, бесконечностей. Ну вот, просто берем даже детей. И вот так и тебе скажут, запусти ракету, убей. Запусти ракету, убей.
Для этого у них свои доверенные, для этого у них свои доверенные Так есть ну, подразделения. а пока такие, как ты, в окопах сидят, они могут это делать. Ты же понимаешь? Не было бы тебя в окопе, то они бы этого не делали. А пока ты сидишь, умираешь, они запускают ракеты. Это все. Почему Украина не бьет там, блядь, в школы Донецкие и все остальное? А старается точечно куда-то там в каких-то. Ты ж, ну, тебе ж не надо рассказывать, что эти черти прячутся там, блядь, по домам. Правильно у вас в городе? В центре, там, по окраинам, по заводам, правильно? Есть же база. Ты ж, наверное, ездил это все время. Смотрел? По городу я не ездил, честно скажу. Но по поводу домов, да, в дома они заезжают, но это чаще всего именно окраины. А в центре администрации. Да. И они специально там сидят, чтобы туда типа а-ля хохлы не били. Вот. Ну, это просто логика, вот объясни мне в чем. Ты готов второй раз пойти, рискнуть своей жизнью ради чего? Ради мамы. Постараться не умереть и желательно Да нету никуда. такого, я тебе говорю, то, что ты выжил, ну, блядь, это чудо. И Я всё. понимаю, до этого ж у меня получалось все это делать 2 года. Ну, может быть. Можно же деньги по-другому зарабатывать. Можно написать Диме Карпенко, апостол. Если не забуду, ставлю его ссылку. Сфотографировать было документы какие-то там. Рассказывать, куда ездят, и получать намного больше. Можно ж так. Огромное количество русских военных так и делают, блядь. Скидывают Украине просто лично, ну, данные какие-то. Да, они типа предатели, шпионы числятся, но, блядь, зарабатывают деньги. Ну, мне так один написал, я его передал, он тип нормально денег заработал. Где-то 10 тысяч долларов за пару месяцев. Приветствую всех, моя программа работает практически год. Я плачу деньги за информацию. Необходима в первую очередь информация с фронта от представителей армии РФ, солдат и офицеров любого уровня, любой должности. Сейчас обращаюсь к сотрудникам спецслужб, таких как СВР, ГРУ и ФСБ. Если у вас есть агенты или подконтрольные юридические лица на территории Украины, Европы или Северной Америки, напишите мне, и вы станете богаче. Да, я имею в виду агентов и подобные истории. Если же вы не представитель спецслужбы, но располагаете подобной информацией, также напишите мне. В частности, организации интересные, которые финансируются правительством или спецслужбами. Моя программа расширяется с учетом того, что у меня есть контакты всех граждан РФ, практически всех министров, там, сотрудников спецслужб. Иногда я могу написать вам первый. В своем видеообращении, личном, персональном, на ваш мобильный телефон в мессенджер, я вам докажу, что я не дипфейк, и предоставлю определенные инструкции, как вы сможете это проверить, используя этот телеграм-канал. Поэтому не удивляйтесь. Что еще? Как всегда, по традиции, приоритетная связь WhatsApp, Telegram, который не рекомендую, и электронная почта для староверов. Прошу админов переслать и делать репост этого обращения. У нас за такие говорят, что их таких постоянно ловят. Что они отсылают, но их быстро ловят. И что деньги никакие не получают. Ты получают. Да нет смысла наебывать. Ну, нет смысла наебывать. Ну, это бред. Ну, грубо говоря, ты бы там сидел бы и сказал бы, например, вот тут там склад БК, да, ракет. И туда бы прилетело, бы уничтожили склад там, ракет. Тебе бы, ну, был бы смысл тебе бы не платить? Ну, наверное, нет, правильно? Потому что по логике вещей ты бы второй раз бы сделал бы то же самое, правильно? Почему не платить деньги-то? Платятся деньги. Понимаешь? Вот в этом вся разница. С разных сторон говорят разные. Да не, ну понятно, блядь. Ну тебе ж, ты ж, наверное, слышал за то, что тебе говорили, что тут яйца отрезают, пеной задувают. Ну, за это слышал. Ну, и что, отрезали яйца? Нет. Ну, а пеной задули? Нет. Ну. Так и кто пиздит? Кто пиздит? Ты же понимаешь, тебя поставили в такие условия, ну, блядь, что ты должен умереть ради того, чтобы жила мама. Не, ну я понимаю, конечно, у тебя выбор пиздец сложный. Да, выбора у меня так-то и нет. Ну.
Я не знаю. Ну, короче. Пишите в комментариях, что думаете. Вот. Как бы накидайте идей. Будет интересно послушать. Короче, как-то так. Вообще веришь, что Россия победит? Россия... Мне кажется, что да, не зря же она такая большая. И что у нее столько оружия. Ну и какой ценой? Слишком большой. Ну сколько еще там умереть должно было? Ты же понимаешь, что с таким же успехом может ракета случайно прилететь и маму твою убить? Или еще Да, кого-то? Да, знаю. И все почему? Потому что карлик в бункере хочет войну. А ты должен умереть, блядь, для того, чтобы жила мама, и с таким же успехом может прилететь и где-то ей попасть. Вот и все. И воюешь, ну, тупо за деньги, блядь. Вот. А пока ты в плену, я не знаю, будет мама деньги получать? Ну, сейчас сказали за то, что я просто без вести пропавший. Ей нужно оформить карточку, и будет он получать 30 тысяч. А когда мой статус поменяется на военнопленного, не знаю, может поднимется хотя бы до 100 тысяч. Может быть. А может нет. Хотя бы. Ну, он видео выйдет, увидят, что ты живой. Ну, увидеть-то увидит, но по бумагам-то нет. Ну, по бумагам. Это ж, блядь, ваша страна. Ладно, заканчиваем.